Налоги подаются как жизненно важные, но если система может работать на печати своей валюты, то они скорее выглядят как способ забрать часть труда и закрепить зависимость от нее. Государства собирают триллионы налогов и параллельно создают триллионы из воздуха. Если они не могут существовать без печати, то налоги уже не необходимость, а просто инструмент внутри системы. В 2024 в России было напечатано 20 триллионов рублей и напрямую изъято налогами 30 триллионов рублей. То есть сначала увеличили количество денег, а потом все равно напрямую изъяли огромную часть этих денег. Это двойной механизм. Инфляция скрыта, налоги явно. Если взять уже известные цифры и просто продолжить тренд, картина будет очень показательная. К 2030 году налоги 45 триллионов, печать 40, к 2040 налоги 80, печать 100 триллионов рублей. И система использует оба, поскольку каждый по отдельности нестабилен. Только печать – это быстрая потеря доверия, а только налоги слишком заметно и может вызвать сопротивление. Хотя, судя по Швеции, где 50% дохода облагается налогом, никакого сопротивления не будет. Мы даже не знаем, на что на самом деле идут наши налоги. Уж точно не на дороге. Я жила в центре Новосибирска, прямо у вокзала, вот наш асфальт. При этом нам рассказывают про какие-то 3 триллиона рублей на дороге. Под ногами их точно нет. Это не аварийный трэш, конечно, но и не город-миллионник 21 века. Дам 4 из 10. Формально есть дорога, но она уже на износе и выглядит плохо. Дорога на 3 триллиона должна быть вот такая, показываю. Или такая, или вот эта. Поэтому я думаю, что удержанные налоги все-таки идут на погашение процентов по государственному долгу, а не на какие-то там дороги. Ничего не построено, ничего вокруг не изменилось. Но деньги освоены и формально все правильно. Официально примерно 10% бюджета России сейчас уходит на обслуживание государственного долга. Хотя я в это не верю, мне кажется, скорее ближе к 100%. Но даже если взять эту официальную цифру, то каждый 10-й рубль налогов уходит просто на проценты. Не на погашение долга, а просто на выплату процентов по нему. Вопрос вообще, кому долг и откуда он изначально? Почему бюджет расшвыривается на необязательные расходы, такие как космическая программа, когда у нас долг? Кто принимает решение, что является обязательным, а что нет? И почему у налогоплательщика нет прямого выбора? Если налоги – это обязательное изъятие под угрозой тюрьмы, то чем они отличаются от принудительного перераспределения? Я не пользуюсь медицинскими услугами и при необходимости оплатила бы травматологию самостоятельно. Я против вакцин, я против химиотерапии, я против абортов, я не верю в космос, я против войны и оружия, потому что это уничтожение белых. Я не согласна с идеей принудительных накоплений на пенсию и могу позаботиться о себе сама в будущем. Я против любой иммиграции, так как не подписывала план Калерги. Образование и инфраструктура будут намного эффективнее на частной основе. Так если ключевые статьи бюджета противоречат моим убеждениям, и я готова самостоятельно покрывать свои базовые потребности, на каком основании меня принуждают финансировать чужие потребности? В 2026 прогноз агрессивное изъятие 35 триллионов рублей налогов – это 240 тысяч рублей в год или 20 тысяч в месяц на каждого россиянина. Какой уровень инфраструктуры и услуг мы могли бы получить, если бы распоряжались этими деньгами напрямую? Когда деньги у людей, появляется конкуренция за клиента. Сервис вынужден быть нормальным, иначе ты просто не платишь. Исчезает ситуация «заплатил, но не получил». В целом налоги – это ровно то, чего можно ожидать от знака зверя. Все ровно наоборот, поставлено с ног на голову, это сатанинская инверсия. Как вообще можно выплачивать долг, который был создан из ничего? Государственный долг должен быть аннулирован. Это не наш долг, мы на него не соглашались и никаких обязательств не подписывали. На каком основании нам навязываются обязательства, которых мы не брали? Но, похоже, я об этом одна говорю. И чем дольше система работает по этой схеме, тем больше людей вынуждены платить за решения, которые они не принимали. Долг растет, проценты накапливаются, а возрастающая нагрузка перекладывается на тех, кто просто живет и работает в системе. Если отбросить весь этот официальный блеск ради общего блага, то позиция против налогов выглядит достаточно прямолинейно, даже грубо. Государство сначала монополизирует деньги через фиатные валюты, получает возможность создавать их буквально из воздуха, а потом приходит к тебе и говорит: отдай часть того, что ты заработал реальным трудом. Выглядит не как партнерство, а как очень односторонний контракт, на который ты не соглашался. Если система может финансировать себя через эмиссию, то налоги нужны не столько для денег, сколько для дисциплины. Они привязывают тебя к системе. Ты обязан зарабатывать в их валюте, отчитываться по правилам, иначе последствия. Это уже не про дороги и школы, это про удержание рамок. Ты не просто живешь в системе, ты постоянно ей должен. Это не ситуация «я заплатила, свободен»,
а ситуация постоянного статуса. Ты должен следовать правилам, платить и отчитываться. И чем сложнее налоговая система, тем меньше у тебя реального контроля над результатами своего труда. А сложность там такая, что даже специалисты гадают, что же имели в виду законодатели. Очень удобно, если цель не прогресс, а управляемость. Ведь при прогрессе технологии дешевеют, процесс становится быстрее, а не наоборот. Налоги – это метка в виде финансовой и юридической привязки. Это не просто платеж, это акт подчинения, который со временем все больше закрепляет зависимость. И когда все уходит в цифру, эта метка становится невидимой, но тотальной. Банковские счета, транзакции, автоматическое списание налогов, контроль потоков денег. Тебе уже не нужно что-то физически делать. Сама инфраструктура заставляет тебя быть внутри. Налоги – это якорь системы, постоянное напоминание о том, что твой труд не полностью твой. Ты можешь сколько угодно считать себя свободным, но регулярный платеж говорит обратное. Это как подписка, от которой нельзя отказаться. И тогда знак зверя – это не один момент выбора, а процесс. Ты не принимаешь его один раз, а подтверждаешь всякий раз, когда взаимодействуешь с системой. Работаешь, платишь, переводишь деньги. И даже если убрать налоги, система не исчезнет, она просто поменяет форму. Будет более агрессивная инфляция и более жесткий контроль через другие механизмы. Тоже изъятие, но в другой форме. При этом для нас ответственность асимметрична. Мы отвечаем за ошибки сразу, а за неэффективность системы никто лично. Это государственное паразитирование. Ну и что делать? Думать, как уменьшать свое участие в этой системе. Не кормить ее больше, чем ты обязан. Не строить свою жизнь так, чтобы каждый шаг и каждый доход проходили через государственный фильтр. Первое, не работать с налогами, то есть не выбирать профессии, где налоги – это ядро работы. Бухгалтеры, аудиторы, налоговые консультанты, понятное дело, сотрудники налоговой службы, они все посредники. Не идите на эти специальности, а если вы уже там, то по возможности переходите в другую сферу, там, где вы создаете какой-то реальный продукт или услугу, а не считаете, сколько забрать налогов. Второе, уменьшать зависимость от банков, хотя бы часть своих вкладов перевести в биткоин, свой кошелек и свои ключи без KYC. Ты сам свой банк, и там нет никакой службы поддержки. Третье, искать легальные варианты, при которых ты платишь меньше налогов. Это может быть переезд, другая форма занятости, отказ от кредитов, меньше потребления, отказ от каких-то лишних покупок. И я не говорю, что раз я вложила все свое состояние в биткоин, то я вдруг вне системы. Я просто поняла, что она прогнившая, и хочу выйти из нее, попытаться снизить зависимость, увидеть проблему и пытаться решить ее. Ведь кто увидел, что есть проблема, уже наполовину ее решил, даже больше, чем наполовину, поскольку как только ты понял, у тебя появляется выбор. Даже если ты еще внутри системы, ты уже ей не принадлежишь. Свобода сначала появляется в голове, а уже потом в действиях. И та, которая в голове, самая важная, внутренняя свобода. Все остальное – следствие.